Водитель нас не может найти. У нас такая редкая улица над прорвой, что опасно к нам заезжать. С пояснениями Сережи, хотя отправляли карту, но, наверное, не совсем помогло. Вот сопровождение уже устное как-то. Короче, как-то это все-таки происходит. Да, ура! Ехала к нам из другого города, из города, где я родилась, кстати, взаимосвязь. Родные столбы к нам помогают, едут. Да, да, волнительно. Нас всегда, когда нам что-то привозят, может, мы еще не привыкли к этому, может, потом уже это будет пахота, не так трепетно. Ну, каждый подвоз еще на фоне пожара. Горит вторсырье, то есть ничего трагического там нет. Это промзона и просто мусор загорелся, так что... Слава богу, все там без жертв, без сильных опасных последствий. Ну что, пошли грузиться? Давай. Еще недавно здесь была только грязь, а сейчас, как вы видите, столбы на лестнице разбросаны. Прям с неба, наверное, упали. Ой, как интересно. Сережа, у нас столбы разбросаны. Кто-то нам подвез. Наверное, какой-то добрый волшебник в голубом вертолете. Ну, надеюсь, мы их когда-то донесем. Уже хорошо, что это спуск, а не Я подъем. тут такую приспособу сделал. Уже здесь На ходу выдумываешь разное, да? неудобно хвататься. Надо какую-то палку за нее, ну, удобно в руках, чтобы было. А ну, поделись Ну, то есть, принцип идеей. вот такой. Может, кому-то тоже пригодится, кто хочет жену свою не сильно нагрузить и себя тоже еще остаться при этом после такого процесса в бодром здравии, а не протянуть ножки. И что ты придумал? Ну, вот за нее браться, потому что здесь охватывать оно из руки выскальзывает. Оно длинное, оно нормально Да, оно зашло? где-то вот так. Не поломается? В принципе, какой тут нагрузка Ну, потянет. наверное, излом, в принципе, там. Вот, даже здесь мы подходим с каким-то дизайнерским уклоном. Ручки специальные, да. Живописный. Это надо специально такую ветку найти. Ой, березка. Скоро она начнет цвести. Она за нами наблюдает. Сегодня у нас день активности. Как говорится, пассивным нам быть некогда. Надо сразу включаться. Сразу в действие. Скажи, приятно. Да. Мы уже видим, как вырисовывается шаг за шагом картинка. Картинка нового. Что в таких случаях кричат? Иди сюда, давай, позови меня. Может, я сейчас не соглашусь, и ты не сможешь самца перенести. Вот в эти самые моменты ощущается важность женщины. Маленькое отступление. Лечу к тебе, мой милый. Вот и первый столбик зашел во двор. Еще два осталось. Усталые, но довольные, они поднимались за следующей порцией. Ох, это только первый столбик.
красота. Нам помогает то, что мы по утрам делаем зарядку. И коты с нами. Да. Мы о них думаем в эти моменты. Надеюсь, они думают о нас так же. Как мы здесь построим красивую страну Катабудию. И она нас уже, скажи, питает. Уже, да. Иначе бы мы это просто не осилили. Тем более женский труд хрупкий. Да, это не Как-то важно. энергия прям идет. Ну ничего. Спину прямо толкают. Давайте, давайте. Иди, давай, давай, иди. Это мы сейчас прохлаждаемся. Весело, бревнышко несем. Сегодня не суббота. Да, но субботник практически. Важность, партнерская рука впереди идущего. Сережа на себе несет вес в 2 раза больше. Сережа, ты отдыхаешь? Выдыхаю. Выдыхаешь? Тяжело? Нет, ну нормально, конечно. Это Еще хорошо. один столбик Да, остался. один столбик остался. Ну хорошо, что мы не психанули на 6-метровые. Так бы мы вдвоем бы не занесли. Ну, пришлось бы кого-то просить. А так у нас взаимодействие чисто нашей паре. Да. Это наше интимное занятие, Сережа. У кого какие интимные занятия? У нас такие. Друзья, делитесь, какие у вас в парах интимные занятия. Интересно. Устроим флешмоб. Ну, красота. Как классно, сказочно. Хоть нам немного и воздух подпортили этим пожаром. То есть просто мусор, вторсырья, пластика. Какое-то предприятие изготавливало тару, и, видать, мусор загорелся или что-то случилось. В общем, ну, тут, благо, быстро ветер разносит, и надежда, что скоро все нормализуется. Ну, такой нам сегодня расклад выдан. Доставка именно на сегодня. Ничего нельзя поделать. Приятная усталость. Когда уже знаешь, что 2 столбика лежат внизу, и остался еще один. Еще 33%. Но атмосфера просто подзаряжает. Просто Подзаряженный. грешно Ой, как хорошо. сетовать на плохие какие-то обстоятельства. То, что мы там обижались, думали на этот проход, это такие сейчас мелочи. Скажи. Вот смотришь на это все. Ерунда. Это такая ерунда. Это всего лишь убрать и делов-то, да? Несущественно. Главное, что... Главное находиться Да. в формате состояния, когда ты не извергаешь из себя какую-то злость, там, ненависть, там, еще что-то. То есть, чтобы излучать положительное. Вот в этом и заключается удержаться вот в этом состоянии положительном. Да и вокруг формируется все. Скоро финиш, но до него еще надо дойти. Или долететь, спорхнуть прямо. Вместе со столбом. Наша Open Buddha. Весенние денечки наступили. На сегодня наши планы мы уже выполнили. 3 столбика с лайфхаком от Сережи для ношения, для удобства. Все подручное, все, что попадается под руку, используется. Усталость, конечно, присутствует. Чувство удовлетворения от выполненного поставленного плана, оно перекрывает всю усталость. Пока столбики будут здесь у нас лежать. Конец апреля, а у нас на улице 0 градусов. И все мерзнут. Все куда-то пытаются спрятаться под одеяло.
троица, которой не хватило Котобуд. Так что у нас график наперед выстроен, дефицит пока в Котобудах. А вот как выглядят счастливые обладатели Котобуды. Здесь все распределено очень со вкусом, по цветовой гамме. Римочка снизу спит, сладко. Шунечка умывается. Римочка, ты спишь? Ой, вот так вот даже надо двумя лапками закрыться и вообще. Шуня решила основательно помыться. Да. Переходим на левый фланг. Также со вкусом подобрана цветовая гамма. Сверху у нас Никуша. Тоже спит. Да, спит. И снизу Рича наша. Также сладко спит. В своей позе дзен. У нас парочка итальянская, как мы их называем. Такие они оба эмоциональные. Наша пара. Ричика и Ники. А здесь у нас разместился двойной дабл Котобуди. И вот на полную длину гигант Босик. И таки да, такой размер самый раз. Босик. Хорошо, хоть не тройная Котобуда тебе нужна, а только двойная. И все зевают, все спят. Босс. Ну, такой вид сзади. Можно к вам в гости? М? Нет, нельзя. У вас все занято. Ну, такие вот у нас счастливые обладатели номеров люкс. Босяка, скажи пару слов нашим зрителям. Это вот счастливец во всех смыслах, который не знает вообще ничего вообще плохого в этой жизни не видел, да? С 2-недельного возраста сразу вытянул счастливый билет. У него все, как говорится, включено. Босс, ты подсматриваешь одним глазиком? Не мешайте спать. А Стефочка сидит и посматривает с завистью на Шуню смотрит, да? Стефочке не хватило Котобуды. Она хочет тоже хорошо, сладко выспаться. Но нет, все занято. Говорящие тени Котобуди. Да, у нас даже тени говорящие. Рассказывает о том, что будет дальше. Сереж, что будет дальше? Дальше будет больше.